Привет, с вами снова Ренат, а это значит, что вы находитесь в моем небольшом, но уютном саду в этот теплый и жаркий день в городе Астрахань 30 мая 2020 года. Подошло время для нашей второй подкормки плодовых деревьев. До этого она была осуществлена один раз в начале мая. И вот сейчас, по прошествии ровно месяца, мы второй раз подкормим наши плодовые деревья фертикой весна-лето. Ну, так же, как всегда, примерно по 1,5-2 столовые ложки на одно плодовое дерево. Это наши незаменимые помощники при осуществлении грамотного полива. Не забывайте оставлять здесь небольшой холмик, чтобы вода при поливе не попадала на корневую шейку. Итак, начинаем свой полив. Вот сейчас вода из шланга польется в банку. И этот очень хороший метод, не позволяет размывать нам корневой слой. Вот полилась вода только что, как вы видите. Это очень хороший метод полива посредством установки шланга в пол-литровую банку. Будет поливаться около 30-40 минут, в зависимости от напора шланга. Это наша вторая подкормка, как я уже говорил ранее. Будет еще одна третья. И после этого мы уже азот давать не будем. Четвертая подкормка будет осенью, только калием и фосфором. Все как положено. Кто не смотрел мое прошлое видео, обязательно посмотрите. В нем я вам рассказал о том, как можно искоренить тлю с вашего участка. Наш урожай потихонечку зреет. По мере заполнения убираем. У яблони, особенно у клоновидной, корешки располагаются близко к поверхности земли, поэтому в сильную жару на полив необходимо обратить особое внимание. Вы, наверное, спросите, почему до 30 мая я поливал всего один раз в этом году. Ну, во-первых, я провел очень мощный влагозарядный полив осенью прошлого года. Во-вторых, дней 10 назад прошел очень сильный дождь. Он был единственный в этом году. Но вот именно этот дождь отложил полив, который, в принципе, при такой жаре должен осуществляться примерно раз в 20 дней. Над вопросом, что давать деревьям в качестве подкормки, я даже не задумываюсь, потому что есть универсальное средство фертика, как я уже говорил сегодня ранее. В ней есть и азот, и калий, и фосфор в равных долях. В который раз обращаю внимание на вот это место, которое должно оставаться сухим. Чтобы это место оставалось сухим, всегда делайте здесь небольшой холмик. Об этом я вам уже ранее говорил. Ну и самое главное, не забывайте, что поливать необходимо после того, как солнце сядет. Вот как сейчас солнце, видите, уже садится, практически село. Ну, конечно, те, кто еще не знает, просто напомню, что в жару листья смачивать нельзя. Это касается как полива, так и опрыскивания.
При поливе, конечно же, необходимо обращать внимание на возраст дерева. Если это саженец только посаженный, конечно же, он в течение вегетационного периода будет требовать большее количество поливов. Если саженец двухлетний и так далее, 3-4-летний, конечно, с каждым годом он требует меньше количества поливов. На это обращайте особое внимание. Ну и обращаю ваше внимание на нюанс при осуществлении подкормки. В первые годы после посадки дерево старается развить корневую систему, поэтому в первый год после посадки подкармливать сильно не нужно, необходимо обращать особое внимание на полив. А вот на второй год и последующие годы можете уже подкармливать свои деревья больше, чем в первый год. Не забывайте про такую форму подачи воды, очень удобно. Есть утверждение, что после дождя поливать не нужно. Я с этим крайне не соглашаюсь. Но если это только был не тропический ливень, то, конечно, да. А если был небольшой дождь, то поливать на следующий день можно, даже и нужно. Некоторые деревья пришлось поливать поздно вечером. У меня в саду много деревьев, вы знаете это прекрасно сами, поэтому, начав поливать в 6 часов вечера примерно, ну, конечно же, за час это все дело не сделаешь, и приходится поливать уже поздно вечером. Сейчас я начну рыхлить те деревья, которые мы вчера полили, но одновременно поливать и подкармливать деревья, которые мы вчера не поливали. Вот в этом месте особенно осторожно. Здесь рыхление очень аккуратное должно быть, так как, повторяю, мелкие корешки находятся совсем рядом с поверхностью земли. Ну вот видите, как удобно. Вот я поставил уже шланг 3-й раз. Ну, я думаю, этого будет достаточно. То есть в сумме у нас получилось около 50 минут. Я поливал это дерево. Итак, сегодня подкормил и полил еще 11 плодовых деревьев в моем саду. Надеюсь, еще одного дня хватит мне для полного полива и подкормки сада. На этом с вами прощаюсь. Увидимся завтра. Итак, сегодня уже 2 июня. Полив и подкормка у нас продолжаются. Вот уже 3-й сутки. Основную часть я уже полил сада. Вот это вот весь сад, он уже полит. И вот у нас остается вот это место. Ну, думаю, за сегодня и за завтра я управлюсь. Вот таким образом у меня в среднем уходит на полив 4 дня ровно. Вы меня, наверное, спросите, почему так долго осуществляется полив. 4 дня. Ну, во-первых, я начинаю поливать после 6 вечера. Во-вторых, я даю воду очень небольшим напором. Ну, практически это капельный полив. Ну вот, наконец-то мы завершили наш полив и подкормку. На это у нас ушло ровно 7 дней. На этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, ваш Ренат. Если видео вам было интересным, подписывайтесь на канал. Делитесь комментариями, как проходит ваш полив и подкормка сада. В этом году просто отменный урожай вишни.